Как вы уже узнали из комментов под последним видео, мой канал является довольно удачной инвестицией Алиева. И если до этого все думали, что я получаю деньги из Пентагона, то сейчас можете смело меня величать агентом бакинской нефтяной мафии. Даиф, послушай меня сюда. Вот тебе 10 тысяч манат, сделай красиво в своих видосиках. Нужно, чтобы все узнали, что Азербайджану 5000 лет, и мы самая древняя нация. После выполнения заказа, еще 10 тысяч манат я скину в качестве премии. Все понял, господин Алиев. Башаду ждем дедин кимеедеджем. Именно так выглядит мой обычный день, по мнению всезнающих специалистов в комментах. И чтобы они не успевали отдохнуть от обсуждения моей деятельности, сегодня я подготовил для вас еще одну похожую тему. Человек, далекий от Кавказа, удивится, когда увидит название этого видео. Ну, казалось бы, какое отношение имеют армяне к Индии? Они ведь живут на Южном Кавказе. Ну или как минимум в Сочи и Москве. Сочи – это город, с которым я говорю во сне. Но Индия – это ведь так далеко. Как бы вас это ни удивляло, но большое количество людей действительно думает, что армян буквально завезли на Кавказ. Геолокация их изначального положения значительно отличается, но суть плюс-минус одна и та же. Из Малой Азии, из Балкан, из Месопотамии, из Индии, в общем откуда угодно, но они на Кавказе не жили до 19 века. Именно так звучит данный тезис. И сегодня мы его исследуем. Из данного выпуска вы узнаете, действительно ли армяне на Кавказе совсем недавно, откуда шли основные пути заселения и как вообще появилось такое мнение в кавказском обществе. Если вам по душе моя деятельность, не забывайте о лайках, комментах и подписке на канал. Все это поможет большему количеству людей увидеть это видео. А мы начинаем. Армяне не кавказцы. Они пришли со стороны Индии. Это индийские цыгане. Это не стыдно, это не оскорбление. Это правда. Думаю, каждый из вас слышал о конфликте в Карабахе. Война в начале 90-х, война в 2020 году, миллионы беженцев, взаимные этнические чистки последних столетий – это лишь несколько последствий битвы за этот небольшой участок земли. Но есть еще одна вещь, возможно, даже ужаснее, чем боевые действия. Безумная, лживая и ничем не обоснованная пропаганда. Она является логическим итогом всех этих событий в совокупности, но это не отменяет ее необоснованности. В идеологической войне побеждает тот, кто сможет более убедительно выдавать фальсификации за истину. Азербайджанцев как нацию создал Сталин, или армяне – это беженцы из Индии. Вот такого типа заявления засели в умах обычных людей, и никакие факты уже не способны пошатнуть, казалось бы, такое удобное и понятное объяснение, почему мы лучше, чем они. Пропаганда не обманывает людей, она лишь помогает им обманывать себя. Эрик Хофер. Итак, в последнем видео мы ответили на тезис о том, действительно ли коммунисты создали азербайджанцев как нацию. Сегодня же мы исследуем аналогичное заявление, но только связанное с появлением армян на Кавказе. К началу 19 века весь Южный Кавказ оказывается в составе российского государства. Тогда на землях нынешней Армении и Азербайджана находились ханства. У нас имеются данные по населению той эпохи, что позволяет сделать некий анализ положения дел этнического состава. Выглядит он так. До появления тут российской власти армяне составляли около 20% в ханстве Нахичеванском и Ереванском и около 30% в Карабахском ханстве. То есть, хоть они и являлись подавляющим меньшинством на Южном Кавказе, но они были тут до 19 века. К слову, даже официальная позиция Азербайджана с этим согласна, но тогда откуда появилось это обвинение в их массовом заселении Кавказа? А дело вот в чем. После установления тут российской власти в 1828 году вместо двух ханств создается Армянская область, и по ходу учета населения оказалось, что армяне составляют 52,6% и уже являлись большинством. Что за фокусы, недоумеваете вы? Такова национальная политика, отвечу вам я.
За какие-то 10-20 лет национальность, едва насчитывавшая 1/5 часть населения ханств, внезапно составила более половины от общего числа жителей, и в ее честь называется целая область. Это, кстати, тоже важный момент. Область не была названа в честь какого-либо из ханств, что отчетливо показывает нам взгляд на национальную политику нового хозяина Кавказа. Так что же случилось за эти несколько десятилетий? Статья 15. Его Величество Шах дарует совершенное и полное прощение всем жителям и чиновникам области, именуемой Азербайджаном. Сверх того будет предоставлен тем чиновникам и жителям годичный срок, считая от сего числа, для свободного перехода с своими семействами из персидских областей в российские. Для вывоза и продажи движимого имущества без всякого со стороны правительства и местных начальств препятствия. И не подвергая продаваемые или вывозимые сими лицами имущество и вещи какой-либо пошлине или налогу. Туркманчайский мирный договор между Россией и Персией, 1828 год. Один из пунктов данного документа гласит, что шах обязуется не мешать подданным уезжать со своих земель в недавно захваченные российские области. Как вы думаете, о каких подданных здесь повествуется? У нас есть свидетельства тех лет, где описаны успехи войска российского в этой войне, и там очень понятно, насколько лояльным по отношению к наступающим солдатам были армянские жители, подданные шаха. Армяне, воодушевленные вызовом полковника Лазарева, на крыльях усердия и любви летели к полкам русским и оказывали важнейшие услуги. Не по расчислению каких-либо предположений, но по влечению того душевного порыва, который выше всех расчетов человеческих. Едва жители пустынной слободы увидели развивающиеся вдали знамена русские, едва услышали они приветный голос россиян. С крестным ходом и с умоленными сердцами устремились они навстречу к своим братьям-христианам. Слезы их мешались с громкими восклицаниями: «Да здравствует Николай I! Да здравствуют русские воины!» Персияне за свой стыд и за свои неудачи рукою неистовую жгли, грабили, опустошали селения армян и гнали их за Аракс. Многие из армян простерли братские объятия к русским воинам, извещали их о каждом движении неприятеля, служили им проводниками и действовали на поле битвы. Описание переселения армян азербайджанских в пределы России, 1831 год. После окончания войны сложилась неоднозначная ситуация, когда мусульмане стали покидать захваченные южнокавказские ханства и уезжали на юг, а те, кто остались, не были особо лояльными по отношению к новой власти. В тот же момент в состав России отошла лишь малая часть земель, где жили союзные им армяне, а это значило, что как только войска победителей уйдут, на них могут начаться гонения, как на изменников и пятую колонну. Вот тут и появилась идея, как можно одним махом убить двух зайцев. Светлейший князь Иван Паскевич выдвинул концепцию о том, что для установления сильной власти на Кавказе нужно заселить эту землю лояльным населением. С его подачи на южном склоне начинается массовое появление славянского населения, но что самое главное, он активно способствует обмену подданных с южными соседями. Всего за несколько месяцев удалось обосновать почти 500 тысяч армян и создать армянскую область, где они уже составили большинство. А также движение человеческих масс осуществлялось и в остальные части Кавказа. Армянский архиепископ Нерсес, прибывший из Ичмиадзина, говорил мне много насчет переселения 8000 семейств армян, которые пришли из-за реки Аракс, чтобы поселиться в наших провинциях. Вследствие этого Марага, Салмаст и Урмия почти обезлюдили, что для Аббас Мирзы, согласно финансовому вычислению персов, составляет потерю в 100 тысячах туманов ежегодного дохода или 4 курура капитала. Это его чрезвычайно огорчило. Письмо Александра Грибоедова к Карлу Нисельроде, 1828 год. Преследуемые персианами, сотнями бежали армяне из пограничных персидских ханств, теряя все свое имущество. Лишенные всякой материальной помощи, они кое-как устраивались у своих единоплеменников-старожилов Грузии, заселяли пустоши и даже записывались в крепостные. Сотнями вымирали от холода-голода, изнурительных лихорадок, а чума 1804-1805 года не оставила и четвертой доли этих несчастных. Тем не менее, армяне заселили тогда части уездов Тилавского, Сигнахского, Барчелинского и Лори,
места, страдавшие отсутствием мирного земледельческого труда. Обрабатывая пашни, те же армяне служили проводниками для русских войск, предупреждали измену и возмущение. Доставляли сведения о неприятеля, давали провиант и, когда нужно было, храбро дрались в рядах русского войска. Сделав ставку на них, наместник на Кавказе действительно нашел надежных союзников, как нам сообщает свидетель тех событий, известный полководец Василий Потто. Так, в смутное время Кахетинского бунта Ртищев писал, что армянский народ, составляющий знатную часть населения Грузии, остался в непоколебимой верности и, жертвуя своим имуществом и самой жизнью, сражался с мятежниками, не раз выказывая опыты мужества и искренней верности. Кавказская война, 1888 год. Существуют свидетельства, когда заселялись не только опустевшие области, но и оставленные дома местных жителей, что выливалось в конфликты на этой почве, или же создавало неудобства, способствующие оттоку населения. Несколько времени после заключения Туркманчайского трактата большая часть магалов Ереванской и Нахичеванской провинции оставалась более года без жителей, которые во время войны укрывались в соседних турецких пашалыках и в неприступных горах Армянской области. В 1828 году, когда армяне, обитавшие в Азербайджане, получили позволение переселиться в пределы наши, частые их партии начали переправляться через Аракс и заняли все пустопорожние деревни, которые встречались им на марше. Таким образом разместились они и завладели домами, землями, садами, мельницами коренных жителей, которые начали постепенно возвращаться только с 1829 года. Но, найдя жилища свои в руках других хозяев, они просьбами и разными убеждениями склонили армян дозволить им занять небольшие участки самых невыгодных земель их селений и строить себе дома. Другие удалились в горы, и в верхней и средней полосах устроили вовсе новые селения. Статистическое описание Армянской области, 1841 год. Мы не знаем точно, сколько мусульманского населения покинуло земли бывших ханств, ученые считают, что около половины, но зато нам известно число армян, живших тут до войны и поселившихся вместо мусульман уже после ее окончания. Нам нужно сказать спасибо ученому XIX века Ивану Шопену, написавшему это исследование, ведь он не только указал количество живущих там армян, но еще и любезно поделился с нами данными о том, сколько из них было заселено за последние годы и откуда именно. Население всей Армянской области составляет 164 450 человек, из них магометяне – 81 749 человек, коренные армяне – 25 151 человек. Армян, переселенных из Персии, 35 560 человек, армян, переселенных из Турции, 21 666 человек, езидов 324 человека. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи, 1852 год. То есть всех армян вместе взятых чуть больше, чем всех мусульман, но из них местных лишь 25 тысяч, что составляет около 15% от общего числа населения области. И сейчас все сходится. Столько же их было в ханствах до военных действий, а вот все остальные были заселены после подписания соглашения с шахом по плану Паскевича. На минутку отвлекусь, объяснив, какие национальности тут учтены как мусульмане. По данным за 1886 год, что будет спустя несколько десятилетий после вышеуказанного учета населения, подавляющее большинство мусульман на этой земле отнесены к азербайджанцам, а меньшая часть – курдам. В 1779 году в царствование императрицы Екатерины II 15 тысяч вышедших из Крыма армян основали город Нахичевань-на-Дону и Григориополь, населенные исключительно армянами и имеющие собственное управление. Число армян в других городах России значительно также увеличилось в это время. В Астрахани число их дошло до 5128 человек, в Кизляре до 4392, в Моздоке до 2000 и прочее. С 19 столетия Россия приобрела в разные времена от Турции и Персии большую часть областей древней Великой Армении. Число жителей этих областей с 1828 по 1930 годы увеличилось новыми переселенцами. Генерал Паскевич вывел в это время из Эрзерума, Карса, Баязеда и Топрак-Кале до 90 тысяч армян,
из персидских городов Хоя, Салмаса, Урмии, Тавриза и Маку до 40 тысяч. Таким образом, в настоящее время число армян, живущих в России, простирается более нежели до 550 тысяч. Из коих около 50 тысяч живут по сию сторону Кавказа и 500 тысяч по ту сторону Кавказа, в Армянской области, в Грузии и в Ширване. Число армян, живущих в немирных частях Кавказа, в точности неизвестно, но оно не должно превышать 15 тысяч. Около 800 семейств этих армянских горцев перешли в 1838 году с Кавказа для основания под покровительством России города Армавира на Кубани. Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях, 1859 год. Один из таких эпизодов детально описан в моем выпуске «Джавахк» или «Джавахети». Его вы можете найти на канале или по ссылке под видео. В 1628 году там 95,18% населения составляли грузины-месхетинцы, но из-за постоянных войн земля опустела. А потому в 19 веке по плану Паскевича туда заселяют 60 тысяч армян, и по сей день они составляют подавляющее большинство населения этой области. Подобное было и после геноцида черкесов, именно поэтому у всех сложилось устойчивое впечатление, что в Сочи, Туапсе и в целом на Кубани большинство населения это армяне. Еще одна массовая волна беженцев будет в начале 20 века из Турции, когда армяне спасались от физического уничтожения, а последним таким эпизодом можно считать послевоенные годы, когда за несколько лет более сотни тысяч человек поселились в Армении из Ближнего Востока и Европы. Так как все это было относительно недавно, буквально последние 200 лет, то у кавказцев сложилось впечатление, что этот этнос откуда-то постоянно едет на Кавказ. Возле них селились армяне, и когда у них узнавали, откуда они, то в ответ слышали «Малая Азия», «Ближний Восток» или «Иран». От подобного создавалось впечатление, что это и были их изначальные земли обитания, и если в случае с Кубанью или Дагестаном это действительно имеет смысл, ведь армяне там никогда не жили, то вот на Южном Кавказе их сложно назвать чужими. Как армянские пропагандисты из кожи вон лезут, чтобы доказать, что азербайджанцы это алтайские кочевники и их ничего не связывает с Кавказом, так азербайджанские отвечают подобной ахинеей буквально теми же тезисами. Армян никогда не было на Кавказе и ничего их с этой землей не связывает. Оба этих высказывания у человека маломальски способного к логическому мышлению вызовут только улыбку на лице и недоумение от услышанного. Если армяне не жили на этих землях до заселения Паскевича, то кто тогда помогал российским войскам по ходу войны, как мы читали об этом выше? Кто тогда в 1699 году писал письма католическому папе, пытаясь добиться помощи в освободительном движении? Такие же письма высылались князьям европейским, а также российским правителям. И еще тонна документов, начиная с 17 по 19 века, где армяне пишут от имени своей земли. Это было за сотню лет до инициативы Паскевича и за полвека до появления на этих землях ханств. Тогда восток Южного Кавказа еще был под властью сефевидов, а армянские меликства отчаянно пытались найти способ получить независимость. Вообще армянская государственность на Южном Кавказе была уничтожена еще в XI-XII веках и отсутствовала тут вплоть до 20 века, но значит ли это, что армян не было? Тогда почему на атласе Вахушти-Батонишвили 18 столетия на месте нынешней Армении имеется надпись «Сомхети», что значит «Армения», ведь они же тут никогда не жили? В своей книге он даже обозначил ее эмблему. Я уже молчу о том, что грузины называют армян Сомхеби, что по одному из толкований является синонимом слова «южанин». В 1728 году в Сюнике и Карабахе поднимается армянское восстание, и снова пишется письмо о помощи к российскому государству. Кто же его писал, если там армяне не жили? Да и в конце концов, вот этнический атлас 1896 года, где обозначены армяне. Как видите, они составляли значительную часть населения Анатолии и Южного Кавказа, и это мы помним, что часть жителей Армянской области была беженцами именно из Малой Азии, а их тут вон сколько еще. Неужели несколько миллионов человек доставили из Индии по почте? Кстати, об Индии. Единственное упоминание, что мне удалось найти, звучит так. Армяне, живущие в английской Индии, в Суматре и Яве, хотя немногочисленны,
но нисколько не уступают своим соотечественникам, живущим в России, Турции, Персии и Австрии, в гражданском, умственном и нравственном отношениях. Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношениях, 1859 год. Возможно, именно этот текст был взят за основу для создания мифа о живущих в Индии армянах, но, как видите, они там не составляли сколько-нибудь значимого в численном отношении этноса. Мы обсудили Анатолию, Кавказ, Кубань, Индию. Осталось узнать, а как же получилось, что большинство армян стали беженцами и вынуждены были искать лучшей жизни в чужих землях. О первом нашествии Джгал-Оглы, из-за которого шах окончательно выселил все население араратской страны и сопредельных с ней близлежащих земель. Шах сообщил наперсникам своим то, что с давних пор вынашивал в сердце своем, об изгнании христианского населения и разорении Армении. Ибо в глубине души он понимал, что в открытом сражении не сможет противостоять Синан-Шаша, то есть Сардару Джгал-Оглы. Поэтому и приказал выселить всех жителей Армении, и христиан, и евреев, и магометан в Персию, чтобы османы, придя, нашли бы страну обезлюдевшей. Шах приказал под страхом меча смерти и плена выселить жителей отовсюду, куда только они могли добраться, изгнать их и не оставить ни единой живой души, будь то христианин или магометанин. Только что сменился год и наступил 1054 год армянского летосчисления, был первый армянский месяц Навасарт, когда изгнали жителей страны. И персидские войска, посланные выселять народ, подняв, изгоняли его из деревень и городов, предавали огню и безжалостно сжигали все поселения, дома и обиталища. А также заготовленные впрок сено и солома, пшеница и ячмень и другие припасы, все было уничтожено и предано огню. Об изгнании населения самого богатого городка Джуги в Персию. И вот теперь шах призвал этого Тахмасп-Кули при дочи своей, написал номос с приказом, отдал ему и велел отправиться в Джугу, выселить оттуда все население и не оставить в ней ни единого жителя. И тогда армяне рассеялись, и каждый ушел, куда глаза глядят, в поисках места, где можно было спастись и выжить. Кто в Румелию, кто в Бугдан, кто в Ляхию, кто в Кафу, кто на побережье Понтоса, кто в Таврис и Ардебили гавары их. И сколько ни есть чужеземцев из армян в указанных странах, все они ушли в то время и по тем причинам. Множество христиан из армян, изгнанные шахом Аббасом и переселенные в Исфаханскую и Фахрабадскую области, все они обосновались там в те дни, когда шах их переселил. Аракел Даврижицы Таврийский, книга историй, 1662 год. Это летопись свидетеля тех событий, где он повествует обо всем случившемся. В 1669 году его книгу опубликуют, и она станет одним из главных документов, связанных с выселением. Стоит остановиться на поселении Джуга или Джульфа, упоминаемое в тексте. Сейчас оно находится в составе Нахидживанской автономии, но также это название носит армянский квартал в Исфахане. Здесь поселились именно те самые изгнанные армяне и назвали это поселение в честь места, откуда их увели. Но, видимо, по логике специалистов из комментов, они там жили изначально. А вот что нам сообщают книги 19 века. Шах Аббас, желая привязать переселенных им армян к новой родине, приказал построить в Джульфе церковь во имя святого Ичмиадзина. И в основание этой постройки положить камни, которые по его повелению были вынуты из Ичмиадзинского храма. Сношение Петра Великого с армянским народом, 1898 год. В Персии в настоящее время число армян не столь значительно, как было прежде, лет за 30. Древняя армянская колония, переселенная в эту страну с опором, совершенно истребилась. Армяне в настоящее время существующие в Персии суть остатки тех, которые были переселены в 1604 году из Армении Аббасом I. Одна часть их принуждена была отступить от своей веры, а другая переселилась в Восточную Индию, а оттуда в Яву. Итак, в настоящее время во всей Персии армян осталось не более 150 тысяч, включая сюда и персидскую Армению с городами Маку, Хой и Салмас. Обозрение Армении в географическом, историческом и литературном отношении, 1859 год. Вот мы и нашли момент, когда армяне все-таки попали в эту злополучную Индию, а уже оттуда, непонятно как и зачем, но Паскевич их достанет и поселит на Кавказе.
Да вы, блин, даете. Шутки шутками, а сейчас подведем итоги. Когда Южный Кавказ был под властью сефевидов и являлся его нестабильной межою, армянское население выдавливалось, так как считалось ненадежным. Вместо них активно заселяли племена кызылбашев. Они были основой и фундаментом для власти шаха. К тому же большинство из них являлись шиитами, что тогда было очень важным аспектом, особенно на фоне войн с суннитскими силами османов. После того, как эти земли оказались в составе российского государства, все поменялось от слова совсем. В 19 веке уже мусульмане стали неблагонадежными, а вот армяне, мало того, что были абсолютно лояльны, так еще и считали смену власти восстановлением истинного положения дел, возлагая надежды на создание единого и великого армянского государства, или как минимум автономии. Возможно, это и удалось бы осуществить, но в планы вмешалась Великая война. На тот момент земли нынешней Армении и Азербайджана выглядели как мозаика в плане этнического элемента, и потому, когда в 1918 году обе национальности захотели иметь собственное государство, стало понятно, что наличие чужого элемента явно будет мешать спокойной жизни. Все это выливается во взаимные этнические чистки. Пользуясь нестабильностью, коммунисты захватывают весь Южный Кавказ, и снова две национальности оказываются в единой политической системе, но имея абсолютно непохожий взгляд на одни и те же события. Армяне зациклены на эпохе, когда еще не случилось нашествие ненавистных для них кочевников, а потому у них по сей день Азербайджан – это Кавказская Албания, а половина Анатолии заселены армянским населением. Азербайджанцы же установили фокус исключительно на последних столетиях, а еще лучше до захвата Кавказа Россией. Для них Армения – это незаконно захваченные земли ханств, так называемый Западный Азербайджан. Но пока одни живут в X веке, иные вспоминают 18-й, мы все с вами находимся в 21-м. И сейчас нужно жить с тем, что мы имеем на данный момент. Оба этих государства являются соседями не только политически, но и экономически. Они делят между собой 85-е и 86-е место по ВВП на душу населения и уступают таким мощнейшим оппонентам, как Габон, Ботсвана и Гвинея. Может, стоит подумать об этом? Политично рассуждаешь, клянусь честным словом. Не понимаешь политической ситуации. Помните о том, что если вы хотели бы видеть больше подобных видео, то ваши лайки, комменты и подписка на канал станет лучшим показателем для меня, а также послужит дополнительной мотивацией. Пишите внизу ваши впечатления от этого выпуска и не забывайте поделиться этим видео в соцсетях. А на сегодня у меня все. Мир вашему дому.